хочешь жить свою вкусную жизнь, изменить свою жизнь, чтобы жизнь тебя радовала, чтобы во всех сферах жизни у тебя все получалось и в деньгах, и в отношениях, да во всех сферах жизни, начни выбирать себя, начни себя ставить на первое место. И нет, это не эгоизм. Нет, это правильный фокус, потому что каждый на этой земле появляется, чтобы раскрыть свой потенциал. У каждого на этой земле вот какой-то вот есть что-то, какая-то внутренняя сила, которая нужна здесь. А многие люди что делают? Боятся, выбирают других, а себя вот куда-то на последнее место ставят. А потом удивляются, что-то как-то мне моя жизнь не устраивает, не получается ни в деньгах, ни в отношениях, и вот там, и вот там. А потому что живут не свою жизнь, себя не выбирают, не слушают свой внутренний голос, ни что им нравится делать, ни чем заниматься, а чего на самом деле хотят, а комфортно ли им. И терпят, что им не нравится, молчат там, где нужно говорить, удобные везде, подстраиваются и проживают не свою жизнь, не реализуют свои мечты. И в отношениях так у них происходит, и в деньгах. А настало время начать выбирать себя. Когда вы начинаете выбирать себя, прислушиваться к себе, вот это то, что делает вас сильнее. Вот эта вот внутренняя опора, вы начинаете опираться на себя, вы перестаете опираться на чужое мнение, на какие-то проблемы в жизни возникают. Вы, то, что опираетесь на себя, вот это ваша внутренняя сила есть, вы легче проходите через какие-то жизненные этапы, какие-то жизненные задачи. Вы легче через это проходите и легче и быстрее достигаете своих целей. Нужно научиться выбирать себя. Вот, например, женщины. Ужасная программа, которую женщинам навязали, то, что когда она выходит замуж, создает семью, рожает детей, вот теперь ее женская доля, женская участь – это целиком и полностью посвятить себя семье, мужу, детям, родственникам в тридевятом поколении. И многие женщины так и живут с этой программой, с этой установкой, думают, что это нормально. Ну да, я же взяла ответственность, я же создала семью, я же теперь жена, я же теперь мама, я же теперь родственница. И мне нужно нести вот это вот всю жизнь теперь. Но это не значит семья, создание семьи, это не значит потеря себя. Создание семьи – это наоборот что-то еще большее. Это для того, чтобы раскрыть вас еще больше, раскрыть другие грани личности вас. Вот есть вы с вашей внутренней силой, опорой этой. И теперь вокруг себя вы создаете разные, проявляете разные роли вот эти в жизни. Это ж так здорово. Вы раз проявились в роли мамы, в роли жены, в роли невестки. А тут еще есть роль, где вы можете реализоваться в каком-то деле, в каком-то хобби, в каком-то спорте. Вы как подруга еще. Вот такие вот разные грани личности у вас есть. Но многие женщины почему-то думают, брак, создание семьи равно все, я теперь жена, мама, все, остальных ролей не существует. И растворяются в жизни других людей, растворяются в жизни мужа, растворяются в жизни детей, растворяются в жизни родственников и про себя забывают, а где в этом списке я? А потом думают, удивляются, почему я постоянно уставшая, почему я недовольна, почему как-то вот не то я хотела, почему-то мне не нравится, вот не устраивает многое в моей семье, в моих отношениях с моим мужем и с детьми, что-то вот как-то все не ладится. Уставшая, энергии нет, настроения нет. Почему так? А потому что вся энергия уходит вот на жизнь, на проживание других жизней, на проживание жизни мужа, на проживание жизни детей. Уходит энергия на то, что быт, вот это вот все съедает, пожирает вашу энергию. И вот нужно научиться распределять правильно свою энергию, правильно свои возможности. Для этого нужно выбрать себя сначала. Начать выбирать себя, о чем вы мечтаете, чего вы хотите, что ваша душа просит. Вспомните себя. До семьи, до брака, как многие женщины порхают, легкие, яркие на подъем. А в браке очень часто в семье женщина как будто потухшая, уставшая, серая становится, неяркая. И вот почему так происходит? Потому что забывает о себе.
думает, ну нет, сначала в приоритете муж, сначала дети, там муж зарабатывает, дети еще нужно инвестировать в них, вырастить, чтобы людьми стали, а я где-то там потом. Но нельзя так к себе относиться. Начните любить себя, выбирать себя, фокус на себе держать, потому что от вас зависит вот эта вот вся атмосфера в семье. Вы будете счастливы, внутри будет гармония, внутренняя вот эта легкость, свобода, и вокруг вот эта атмосфера в семье будет прекрасная. С мужем, с детьми будет все хорошо. Вот для этого и мужчинам нужно учиться тоже слышать своих женщин, своих жен, облегчать их жизнь. Потому что женщина столько на себе несет в этой жизни. Еще сейчас в современном мире женщины успевают работать, как мужчины, с утра и допоздна. Я помню, как я родила дочку, я всегда работала, вот всегда, маленькая, и нам приходилось ее в частный сад отдавать. И вот этот ребенок, годик, в частный сад ходит с утра с 8 до 7. Ты не видишь своего ребенка, потому что должна работать. И вот ты думаешь, и вот ну что-то счастье это не приносит. Ну что это такое? Вот родила женщина ребенка, ну хочется посвятить какое-то время ребенку. Вот этот вот контакт, чтобы был с ребенком, чтобы ребенок маму видел вот это вот правильное отношение в семье, то, что мама с ребенком где-то вот что-то воспитывает, ухаживает, кормит, гуляет, папа приносит такой добытчик домой, все, еду, что-то еще, поцеловал, обнял маму. Мама такая легкая, порхает, встречает папу, ребенка учит, пошли встретим папу, папа с работы пришел, уставший. Мне вот так хотелось, а приходилось работать, и многим женщинам сейчас приходится работать. И получается, она столько ролей в себе несет. Если мужчина сейчас вот работает, он пришел с работы домой и вот отдыхает, то женщина, она же вот постоянно работает. Но это уже не секрет, уже везде об этом говорят. Женщина постоянно работает. Ее работа не заканчивается. И на работе работает, и с ребенком, и эмоционально вот это вот все, атмосферу создать, обслужить всех своих в доме. Еще быть на ней все равно, потому что женщинам важна атмосфера в доме, как организовано пространство. Мужчинам это не так важно, а женщинам нам важно же, согласитесь, чтобы было чистенько, уютненько, потому что нам нравится так находиться вот в этой красоте, чтобы эстетично все было. Это же нам больше, женщинам, нужно и нравится. Вот мужчинам тоже надо учиться создавать атмосферу для женщин, слышать их, помогать, потому что женщинам это так нужно распределять вот эти обязанности, роли. Поэтому, женщины мои драгоценные, дорогие, выбирайте себя. Я как вспомню те времена, когда я вообще растворилась в семье, и вот это вот работала, и быт, и вот это вот все, и что-то там следила, контролировала мужа, и там ребенка вот это все а про себя забыла. Я какое-то время вообще была, не красилась, не наряжалась, вот какая-то вот, знаете, как робот на автомате. Не, вот это состояние, оно такое опасное, оно так еще засасывает, оно всю энергию забирает. Такая уставшая постоянно, погасшая. Не чувствуешь вот этот вкус жизни, не наслаждаешься. Все-таки женщинам очень важно вот это выбирать себя, на первое место ставить. И вот так это показывать своим детям изначально, потому что дети потом тоже садятся на шею матери. Вот все она, вот этот... Там мужу отдала энергию, детям, всех обслужила, распределила, на себя времени не хватило, вот такая сидит, и все это же видят, и муж видит, и дети видят, и вот. И потом на шею еще садятся, как используют. Удобная такая становишься для них, и тебя начинают использовать. Ты такая хорошая, удобная, идеальная такая мама, такая хорошая, правильная жена, сидишь себе в стороночке, последний кусок всем раздала, сама сидишь такая, на себя времени нет, и все, и тебя используют, как-то даже и не уважают. Поэтому, дорогие драгоценные, выбирайте себя, вы приоритет. Время так быстро идет, так быстро проходит, потом проходит время, а вот сколько женщин вот пишут в комментариях, вот, там мне уже 70 лет, так поздно, услышала бы раньше ваши слова.
по-другому бы прожила жизнь. А то внушали, что я теперь должна посвятить себя семье и забыть про свои желания, про свои мечты. Вот так и жизнь прожила. Ни мечты не реализовала, ничего, ни языки не учила, не путешествовала. Не доводите до такого, не доводите. Начните выбирать себя. Может быть, вы мечтали в путешествие какое-то поехать. Не вините себя, не ругайте за то, что «Ой, может быть, я эгоистка, у меня что-то семья, у меня что-то муж, а я сейчас поеду в путешествие одна». Не ругайте себя за это. Я выезжаю каждый год 2-3 раза с подругами, сама оставляю всех дома, все, дорогие мои, я поехала в путешествие. Я езжу в путешествие, я приезжаю, такая наполненная, вот это такая энергия. И все, и дома все счастливы. Я потому что счастлива, я в энергии такая, столько всего увидела, кругозор расширился, пообщалась, и там напиталась. И все, и домой пришла, и атмосфера прекрасная, и все такие тоже счастливы, заряжаются от меня. А если вот это сидеть, обслуживать всех, забыть про свои желания, задвинуть их куда-то. Может быть, у вас хобби какое-то есть. Может быть, вы раньше шили, рисовали, вышивали. А сейчас в семье, находясь, забыли, потому что там надо сделать, там нужно обслужить, дом надо убрать. Да этот дом никуда не убежит, блин. Ну не уберитесь один день, посвятите себе время, выберите себя. Хватит выбирать всех, хватит выбирать вот этот дом, который, и через 200 лет вас уже не будет, этот дом будет стоять, кто там жить будет, неизвестно еще. Выбирайте себя, дорогие мои. Надо прислушиваться к себе, сфокусируйтесь на себе. Вот прямо сейчас практика. В комментариях напишите, о чем мечтаете, чего хочется в жизни, какие желания подавляете, может быть. Напишите об этом. Пропишите какие-то первые шаги, что я могу сейчас сделать, чтобы пойти и начать реализовывать свои мечты. Там кто-то вот писал, я сама зарабатываю, дети на мне, вот это вот все, нет времени на себя. Выделяйте, я не знаю, как хотите, но выделяйте себе время в течение дня, потому что я тоже жила с ребенком в чужой стране, снимала квартиру с ней 2 года вот так, с маленьким ребенком. У меня не было рядом родных, не было этого. Я заставляла себя, я выводила себя на улицу, я выгуливала себя. Я с утра просыпалась, красила губки, глазки, прическу делала, наряжалась для себя. Не для кого-то там, а для себя. Чтобы в зеркало взглянуть на себя, какая красота. Ай, вот какая, как ты сияешь, какая красотка. И я шла, ходила на свидания. Не надо вот это вот женщины бояться так, вот, а что подумает общество, а вдруг осудят. Вот, например, разводятся, а потом боятся на свидания ходить. А что подумают, у меня же дети, я только развелась, подумают, что я на свидания хожу. Да хоть в первый день развода вы пошли на свидание, да какая кому разница, это ваша жизнь, ваша личная жизнь. Ходите на свидание, выбирайте, делайте, что хотите. Хотите кожаные трусы одеть, оденьте. Топик одеть короткий, оденьте, если так просят. Перекрасьте волосы, сделайте. А когда это еще делать? В 100 лет? Или не сделать вообще и потом жалеть, почему я это не сделала. Перекрасьте, потом волосы отрастут, перекрасьте в другой цвет. Сегодня будете такой, завтра будете жалеть о том, что это сделали. Да и ладно, будете жалеть, ну и что тут такого теперь? Мы каждый день разные, мы можем по-разному проявляться, но так, чтобы это было экологично, чтобы не разрушало кого-то вокруг вас, правильно? Вот, мы делаем все осознанно, мы делаем все экологично с вами. Делайте, это ваша жизнь. Выберите себя в своей жизни. Какой вы хотите быть? Дерзкой, проявленной, яркой. Позвольте себе это. Позвольте. Если вы сейчас в семье, или в разводе, или вы не в отношениях, какая разница? Всегда в первую очередь выбирайте себя. И только потом остальных. А то вот так и вся жизнь проходит в родственниках, в близких. А где вы в этом списке? А вас нет. Вас не существует. Поэтому потом вами пользуются, потому что вы не можете личные границы обозначить, потому что вы не можете сказать «нет», когда нужно это сказать. Вы боитесь, что «а вдруг меня разлюбят, а вдруг меня выгонят, а вдруг меня не поймут, а вдруг отвергнут, осудят». И вот что это? Вы сливаете свою энергию на вот эти вот мысли. Зачем? Зачем? Да какая разница? Какая разница, как отреагируют люди на это? Пусть реагируют, как хотят. Главное, будьте честны с собой в моменте.
Нравится вам что-то, не нравится. Будьте честны, задавайте всегда себе вопрос. Что я себя чувствую? Что я сейчас в себе чувствую? Я сейчас предаю себя? Я честна с собой? Я выбираю себя? Одно дело там, я не знаю, не путайте вот это вот, например, да, какую-то ответственность вы несете, например, какое-то дело нужно сделать. Там, я не знаю, консультация или что-то, да, вот какое-то дело, пообещали, вы взяли за это ответственность. Хочешь, не хочешь, но нужно сделать, правильно? Вот, и вы не предаете себя в этот момент, вы честны с собой, и вы вот ответственность несете. Другое дело, когда вы понимаете, вас куда-то зовут, вас это не устраивает, там низкая зарплата, вам это не нравится, коллектив не подходит, и вы соглашаетесь, терпите. И вот в этот момент вы предаете себя, вы не честны с собой. Все, в этот момент вы не выбираете себя. Вот так вот потихоньку, шаг за шагом мы отодвигаем себя назад, свою жизнь назад, свои желания, свои мечты. А потом думаем, почему денег нет, почему клиенты не идут, почему дом не могу мечты купить, почему в отношениях не получается, а потому что вот так, на свидание пошли, что-то вас там не устроило, какая-то деталь малейшая, вот что-то какой-то внутренний голосок говорит, не то, не то. А вы такая, чтобы не расстроить человека, такая, ну ладно, буду хорошей, доброй, ну ладно, дам ему еще шанс, ну ладно, попробуй. И в этот момент предаете себя. Терпите что-то потом в этом человеке, то, что вам не нравится. Слушайте свой внутренний голос. Будьте честны с собой. Не надо вот подстраиваться под ожидания других людей. Если там не нравится, честно там говорить, не нравится то, что вас уменьшают, вас не ценят, вот выбирайте себя, не позволяйте, чтобы это происходило в вашей жизни, не позволяйте другим людям унижать вас, занижать вашу планку, занижать ваши ценности. У вас какие-то ценности есть, у вас какие-то вам что-то нравится, а кто-то это обесценивает, занижает, и вы подстраиваетесь под них. Нет, в этот момент вы предаете свои ценности, свою душу, свои внутренние желания, вы предаете себя. Учитесь выбирать себя, учитесь говорить где-то нет. Не терпите там, где вам некомфортно. Я это каждый раз говорю. Фокус на себе. Вы приоритет. Да, другим это будет не нравиться. Никому не нравится, когда вы начинаете выбирать себя. Никому. Все хотят, чтобы вы были удобны для них. Чтобы вы подстраивались под них. Всем удобно. Вашим родным, вашему мужу, вашим детям, вашим родственникам. Всем удобно, чтобы вы подстраивались под них, вы были удобны. И как только вы скажете, нет, я так не могу, я вот это, все, ох, вам столько могут высказать. Сказать, ах ты какая, а я думала, ты вот такая, и вот это вот все. И все, только в этот момент не нужно чувствовать вину вот за то, что вот такое происходит. Нет. Просто это вот такая вот цена за выбор себя, да. И вот так это будет происходить. А что теперь делать? Но зато в этот момент вы выбираете свою жизнь, себя. Пока вы не научитесь выбирать себя в этой жизни, ваша жизнь будет трепать. В каких-то сферах жизни, да во всех сферах жизни. Потому что чем дальше мы от себя, когда мы не в контакте с собой, жизнь делает нас, учит через разные какие-то ситуации, обстоятельства, через разных людей, нас учит все-таки в конце концов выбрать себя. И иногда эти уроки, они вот, не очень хочется проходить человеку, а надо, чтобы до него дошло, что на земле он здесь рожден, чтобы вот этот контакт с собой установить, прожить жизнь так, как его душа просит. Поэтому придите к этому, осознайте это. Осознайте, выбирайте себя. Начните с маленьких шагов. Не знаете как? Послушайте мои аудиотрансформации. Кто еще не слушал, послушайте. Аудиотрансформации, они стоят 23 евро. Это один поход в магазин. Пожалуйста, послушайте. И там я даю практики, как научиться, как перестать быть удобной, хорошей, правильной, как научиться говорить «нет», как научиться выбирать себя, как научиться говорить «нет» без чувства вины и не чувствовать вину за это, как научиться выстраивать свои личные границы, как научиться проявлять свои теневые стороны личности и легализовать их в себе,
Потому что мы проявляем в этой жизни, так хотим проявлять только хорошие качества в себе, удобные, такие хорошие, правильные, идеальные, потому что так одобряет общество, так одобряют близкие, родные, коллеги, работодатели, клиенты. И в это время мы тоже не честны с собой, мы не в контакте с собой, потому что в нас еще есть другие теневые стороны личности, которые мы привыкли подавлять. Гнев, стыд, агрессия, там, где вы громкие, яркие, дерзкие, и мы это подавляем, потому что, ой, если я сейчас буду громко или слишком, кто-то скажет, ну ты чё, ну-ка давай потише, потише, спустись с небес на землю, ну у тебя и амбиции. Или я где-то разозлюсь, скажут, ой, какая ты плохая, нехорошая, а что ты злишься, я думала, ты хорошая, такая добрая. Вот, и мы подавляем их в себе, а не надо их подавлять. Нужно выпускать это. И я там даю практики на легализацию этих теневых сторон личности в себе. Это вот первый шаг, как выстраивать в себе внутреннюю опору, потому что на ней все, вот эта база, на ней дальше потом формируется все остальное, и ваша проявленность в жизни, и деньги, и отношения, все остальное это дальше идет. Пока в вас нет вот этой внутренней опоры, пока вы не научились обозначать свои личные границы, не научились выбирать себя, вы не сможете вот перепрыгнуть там в проявленность, в деньги большие, в отношения хорошие, любимые. Поэтому вот база. Там простые шаги я даю. Как вот с чего начать? Первые шаги, с которых я когда-то начинала. Выбирать себя, учиться говорить «нет». Этому надо учиться, пока не поздно. Не откладывайте свою жизнь на потом, не откладывайте себя на потом. Вы приоритет, помните об этом всегда. Вы приоритет всегда, а потом остальное все. Хорошо? Вот, помните об этом всегда. И сейчас в комментариях напишите. Не думайте, а вот прямо в моменте, что сейчас ваша душа просит? Вот честно признайтесь, вот прям можете глаза закрыть. Если прям скованно себя чувствуете, напряжение, прям растрясите. Это самая лучшая практика, когда вот вы в напряжении, тревоге, начните трястись телом. Тело трясете, кровь идет, кровообращение восстанавливается, зажимы уходят. Трясите телом, глубокий вдох-выдох, чтобы энергия пошла свободная, начала циркулировать. И вот прям поговорите с собой. Моя душа, что я хочу сейчас, вот прям реально, чтобы почувствовать себя хотя бы чуть-чуть счастливо, вкус жизни этот почувствовать, чего мне хочется. Вот прям напишите, что вот первое у вас пришло, напишите в комментариях, будет интересно почитать и вам самим потом вернуться к этому. Пишите, проявляйтесь, будьте щедрыми, всегда оставляйте обратную связь, какие-то инсайты у вас происходят, все это, учитесь этому, учитесь. Учитесь в этой жизни не только брать, но и отдавать, быть благодарными. Вы так в себе взращиваете, вот с таких шагов, моментов вы взращиваете в себе вот эти качества тоже. Проявленности, щедрости, благодарности, любви, а не только, например, потребления. Дайте мне знания и все. Нет, вы учитесь. И вот не зря я сейчас вам это озвучиваю тоже. Через меня вот так вот вы тоже, возможно, вот так жизнь хочет научить вас этому. Я вот верю в это. Не зря ко мне приходят в потоке такие мысли, вам это сказать, донести. Поэтому учитесь этому. И ссылку оставлю на аудиотрансформации. А если кто-то и хочет со мной лично поговорить, разобрать какую-то ситуацию, то приходите ко мне на личный разговор, личный разбор. И с удовольствием с вами лично все обговорим, пообщаемся, посплетничаем. Вот так вот. На этом все, дорогие мои. Выбирайте себя, фокус на себе. Помните об этом всегда. Вы приоритет. И это нормально, это не эгоизм. Это, наконец-то, быть в контакте с собой. Это то, чего хочет этот мир. То, чего хочет ваша душа на самом деле. Встретимся с вами в новом видео. Всем пока-пока.